Давайте сегодня поговорим про поиск работы в Австралии. Как, где искать, какие виды работ бывают, какие зарплаты и как платить налоги и пенсионные отчисления. Вначале расскажу вам про свой опыт. Я, кстати, в текущем месте работы нанимаю людей, вижу кучу резюме и провожу собеседования. Но вернемся где-то в 2013. В какой-то момент, когда я уже получил визу 189 на ПМЖ, но еще находился в Москве, я решил начать искать работу. Ну, чтобы, знаете, приехать как бы на все готовенькое и сразу, не теряя время, выйти на работу за 100-500 миллионов долларов. Я подумал, никто не будет звонить на мой номер с +7. Люди сразу подумают, что я в России, и не будут заморачиваться. Погуглив тщательно и зная, как работает IP-телефония, я нашел решение купить австралийский номер в скайпе и сделать редирект на свой московский номер. Тут была ошибка номер раз. Я не учел разницу в часовых поясах. Ошибка номер два. Качество IP-телефонии оставляло желать лучшего. Тем более с интернетом в Австралии все очень плохо. Каналы постоянно перегружены, вместо звука идет сплошное бульканье, задержки и прочие радости. В общем, получив несколько звонков в 2-3 часа ночи и спросонья услышав австралийские невнятные «Good day, mate, how you doing?», сами понимаете, что разодрав глаза посреди ночи, да еще на английском, вы вряд ли что-то внятное будете говорить в ответ. Следующий факт. HR местных компаний и агентств очень не любят людей, которые находятся за границей. Для них это сразу красный флаг, waste of time, то есть потеря времени. Вообще они устали от миллионов индусов, которые всеми путями, дверями и окнами пытаются попасть в Австралию, выдавая себя за «уже вот-вот приехал, я уже на самолет сажусь, да, скоро буду в Австралии». В общем, тут вам не Америка, где крупные фирмы готовы оплачивать переезд, оформлять визу, ждать полгода-год, пока вы, как ценный сотрудник, приедете по приглашению. Здесь разговор короткий. А, вы еще не в стране? Ну тогда ладно, пока. Позвоните, когда будете в стране. Второй важный факт. 80% вакансий на сайтах – это различные HR-агентства, которые ваше резюме пытаются продать в компанию, которая на самом деле ищет сотрудника. То есть это такие посредники, живущие в пищевой цепочке. Крупным компаниям не хочется заниматься первоначальным просеиванием тысяч какашек, чтобы найти перлы. Поэтому они просто пуляют свои вакансии в одно или сразу несколько агентств, а те уже постят вакансии на сайтах, проводят первичную фильтрацию. Поэтому не удивляйтесь, что на сайте поиска работ вдруг в один день появляется сразу так пяток другой, очень похожих, как две капли воды объявлений, вроде как от разных компаний. Это все агентства, вот эти вот тараканы рынка. Надеюсь, их скоро искусственный интеллект заменит. Почему я так категоричен? Мне лично ни разу не удавалось найти работу в Австралии через такие агентства. Их расплодилось столько, что уже скоро в каждой подворотне будет по агенту сидеть. Некоторые из них вообще не имеют реальных вакансий, а постят пустышки, чтобы набрать себе в базу резюме потенциальных кандидатов. Чтобы потом, если у реального работодателя появится схожая вакансия, они такие сразу: «А у нас есть для вас 20 готовых кандидатов, выберите нас». Да вообще я считаю, что иметь несколько тысяч долларов за каждого устроенного человека, когда вы все, что вы сделали, это запостили объявление и пульнули туда-сюда менее десятка писем, не совсем правильно. А самое страшное, в последние несколько лет эту тему прочухали индусы и стали активно лезть на австралийский рынок таких вот агентств. Если с местным агентством ты можешь еще хоть как-то надеяться, что условный агент Джон ходит пьет кофе с HR Джессикой из конторы X, куда вы хотите устроиться, то с индусами, сами понимаете, они тупо берут числом. Захватив ваше резюме, будут им бомбардировать все компании в надежде куда-нибудь вас продать. Еще, кстати, факт. Если вас продали как контрактора, агентство получает процент с каждого часа, отработанного вами. Давайте начнем сначала. Есть два вида работ. Контрактором и перманентом. Первые устраиваются за штат, не имеют оплачиваемого отпуска, больничных, каких-то других бенефитов. За это контрактор получает, примерно раза в 1,5-2 больше зарплату, чем делающий такую же работу перманент. Преимущество для компании, устраивающей человека контрактором, его намного легче уволить, если он, например, не подходит или закончился проект. Не надо платить всякие издержки на бухгалтерию, не надо отчислять пенсионные и так далее. Всеми финансовыми вопросами в таком случае занимается либо агентство, то есть оно вам платит зарплату, отчисляет пенсионные, налоги и так далее. Либо если вы устроились как предприниматель со своим налоговым номером бизнеса, так называемым ABN, Australian Business Number, вы можете получать зарплату до выплаты всех налогов и пенсий. Сами внутри вашего предпринимательского юрлица уже производить себе выплаты. То есть, когда агент тебе звонит и спрашивает, есть ли у тебя ABN или ты будешь PAYG, Pay as you go, то вот именно этот вопрос, кто будет платить налоги и считать бухгалтерию. Агентства зарабатывают приличные деньги. Положим, им какая-нибудь IT-контора поручила найти программиста за $1000 в день. У контракторов зарплаты обычно указываются либо в день, либо в час.
Агентство находит человека, готового согласиться за 800, включая супер, то есть пенсию. На руки человек получит уже 716. Минус еще налоги. Кстати, вот отличный сайт, которым я всегда пользуюсь. Вы заметили, что агентство, один раз популяв туда-сюда e-mail и устроив вас на работу, будет теперь каждый день получать с вашего работодателя $200. Ну вот это разница между дневными рейтами. Это не считая случая, когда они за вас будут делать еще и бухгалтерию, так называемый PAG. Но они еще с вас отщипнут чуть-чуть, если у вас нет своего IBN и своего бухгалтера. Следующий вопрос. Как платят налоги? Каждый работник, в принципе, обязан платить налоги, исходя из своей зарплаты. Чем выше зарплата, тем выше ставка налога. Поэтому, когда вы перманент, то есть устроены в компанию на постоянку и напрямую без агентства, то бухгалтер вашей компании знает, какой у вас будет доход в год и примерно считает налог, равный тому, что вы должны на самом деле заплатить в ATO, Australian Tax Office. Если же вы контрактор, то тут опять такая серая зона. Никто вам не мешает, в принципе, контрактить сразу в нескольких местах. Поэтому бухгалтер PAG из агентства, он не знает, сколько вы в этом году заработаете. Да это, в общем-то, и не его дело. С вас просто будут драть по высокой ставке на всякий случай. Потом в конце финансового года вы должны будете сдать в ATO отчет, где уже точно все пересчитаете. Если вы переплатили, вам налог вернут на счет в течение пары недель. Кстати, очень прикольно, когда ты только приехал в Австралию и начал работать с середины финансового года, с тебя, грубо говоря, считали налог за 100 тысяч в год на зарплату. Но по факту ты отработал только полгода, получил 50 тысяч. В итоге ты попал в рамки налога меньшего, чем нужно. Поэтому первый год возврат налога из ИТО будет огромный. Я купил свой первый мотоцикл после своего первого возврата налога. Итак, какие виды работ бывают, разобрались. Про агентство поговорили. Теперь где и как искать. Здесь все просто. Seek, LinkedIn, еще парочку сайтов, я ссылки приведу ниже. Но перед тем, как рассылать свое резюме, откройте его и посмотрите, нет ли у вас пережитков совка, типа фотографии, указания возраста или пола. Резюме по-советски сразу будет лететь в мусорку, даже не рассматриваясь. Почему? Ну, никто не хочет, чтобы на него потом подали в суд за эйджизм, сексизм и прочие измы. Ведь если HR увидел ваш пол и возраст, значит, он учитывал это при своем выборе, а тут уже скользкая дорожка, пахнущая измами. Никто этого не хочет. Да и потом вы своим резюме сразу выдаете, из какой деревни вы приехали, и что у вас нет местного опыта. Найдите шаблон резюме в интернете и переделайте свое старое русское резюме. Я знаю, есть специальные сервисы, которые пилят для вас продающее резюме. Я ими никогда не пользовался, но шаблон у одного местного товарища взял. И отклики на мое новое резюме сразу пошли намного живее. Следующий факт. Большинство крупных компаний имеют некие системы HR, которые разбирают ваше резюме, когда вы его аплодите на сайт, выискивая ключевые слова, определяя ваше образование и места работы. Если у вас резюме не в стандартном формате с нормальными вордовскими стилями, вы просто не пройдете вот этот первый фильтр скрипт. Живые глаза человека до вашего резюме даже не доберутся. Кстати, очень хороший наглядный пример, как разбирается резюме, есть на сайте Fortinet. Вы прям видите, как после загрузки резюме скрипт отработал и набросал вашу карьеру визуально. Место работы налево по временной шкале, место учебы направо на той же шкале. Если у вас четко не написано образование, например, или косяки с местами работы, сразу видно, что скрипт не так это отрабатывает. Следующее. Раньше многие говорили, очень важно иметь кавер-леттер. Это вообще хрень полная. Меня прям реально бесит, когда при подаче на сайте есть отдельный пункт для загрузки кавер-леттера. Это такая короткая выжимка на тему, почему HR стоит обратить внимание на мое резюме и почему я думаю, что я буду хорош в этой роли. Прям вот совсем 3-4 предложения. Сейчас, впрочем, уже все больше агентств и HR говорят, что кавер-леттер уже отжил свое, и никто их не читает. Лучше сделать эти 3-4 предложения с выжимкой в начале своего резюме, чтобы HR не читал все ваши длинные описания мест работы. Кстати, вот еще отличие Австралии от Англии с точки зрения обсуждения зарплат. Если вы устраиваетесь через агентство контрактором, что в Англии, что в Австралии, агент вам сразу скажет, ваш рейт часовой или дневной, ибо они продают вас за определенную цену и уже знают, сколько на вас заработают. Кстати, с ними даже можно поторговаться. А вот для перманентных позиций разница в странах есть, вернее, в менталитете. В Австралии не принято сразу говорить о деньгах.
Иногда вопрос зарплаты вообще не поднимается до самого последнего собеседования, когда они уже готовы сделать вам оффер. В Англии не так. Здесь, даже если вам звонит HR напрямую из компании, куда идет найм, никаких секретов полишинеля делать не будут. Сразу скажут зарплату, которую они готовы платить. Никаких по результатам собеседования. Либо, что еще необычнее, они спросят, какая у вас сейчас зарплата, или была на прошлом месте работы. Мне кажется, этим они убивают две кошки одним выстрелом. Во-первых, проверяют ваш потенциальный уровень. Не лошок ли вы какой-то для этой позиции, или наоборот, не оверквалифайт ли вы. Во-вторых, им надо понимать, что в конце длинного пути из нескольких собеседований вы не соскочите, потому что вам это неинтересно. То есть разница между текущей зарплатой и той, которую они предлагают, должна быть существенная. Не знаю, 15% хотя бы. Мне, в принципе, подход этот нравится, потому что я тоже терпеть не могу waste of time. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем спасибо, пока.